Всем привет! У нас сегодня с вами еще один выпуск съедобных известий, и мы с вами двигаемся дальше. Я сегодня хочу с вами поделиться теми выводами, которые мы делали на тренинге Magic Fit Gourmand, и это касается еды. У нас такой получился тренинг всепозволительный, то есть я решила, что я не буду давать девчонкам таких статических знаний, которые можно найти в книжках, можно найти в интернете, которые касаются правильного питания, правильного сочетания продуктов, усвоения продуктов, и мы шли опытным путем. Всепозволение заключалось в том, что мы снимаем все ограничения и едим все, что хотим, вообще все, что хотим. У нас был даже такой день, когда мы пошли, закупили кучу продуктов и потом с ними вот разбирались. И вот у меня сейчас по завершению этого тренинга в квартире осталось, потому что мы готовили все здесь, осталась еще какая-то часть продуктов. За это время мы выбросили столько продуктов, что просто можно на самом деле офигеть, потому что они не нужны на самом деле. Они оказались просто какими-то эмоциональными желаниями, они оказались просто тем, что нельзя было. Или человек ставил себе какие-то преграды, внутри себя говорил, вот это нельзя, потому что вот это вредно. И вот я сегодня разбирала и вспомнила все то, что мы выбросили, подумала, как же это не соответствует тому, что есть внутри у меня. То есть это не мое состояние. И за этот тренинг мы еще пришли к такому выводу, девчонки пришли к такому выводу, к которому я, в принципе, их вела, что человек, который живет способом правильного, здорового образа жизни. Человек, который умеет прислушиваться к себе, это человек интуиции, это человек, который живет здесь и сейчас, который знает свои приоритеты, знает, что он хочет в какой момент. И я вот их целыми днями достала вопросами, хотите ли есть на самом деле, насколько вы голодны, а чего вы хотите, а что в этом компоненте пищи вам нравится, а что вы на самом деле хотите, а почему вы выбираете эту пищу вот прямо сейчас. То есть у нас прям целый день был работа именно с пищевыми привычками и с остальными привычками. И в итоге, вот я сегодня хочу, на самом деле, вот даже прилюдно избавиться от того, что не соответствует мне. Я открываю и понимаю, что вот мне прицит это, я думаю, что же с ним делать. И я поняла, что на самом деле это будет происходить постоянно, потому что мне, например, мама привезла коньяк 5-летний, старая крепость, она кому-то собиралась это дарить. Кому она собиралась это дарить в незнакомой стране, когда у нас здесь нет знакомых? Старый Брест. Вот кому это? Я это пить, естественно, не буду. И подарить кому-то, я считаю просто невозможно на самом деле кому-то подарить алкоголь. Потому что я сама считаю, что это здоровый образ жизни во мне, да, и я его позиционирую, и для меня вот, например, важно, у меня даже мысли нет такой, чтобы подарить человеку, например, алкоголь. Может быть, вино, потому что я сама его пью, понимаете, да, то есть что сам делаешь, что того и желаешь другим людям. И вот что еще? Вот однозначно, я даже приготовила здесь, вот скажу, что вот я долго сегодня разбирала все здесь, вымывала, вот купила девчонка, причем, представьте, она купила, Олеся, твоя кукуруза. Она купила кукурузу, сказала, я буду есть. Я не знаю, в какой момент это есть. Я хочу это отнести. И, конечно, мы на самом деле вообще прям выбрасывали, да? Кукуруза, горошек, фасоль. Я все-таки ем здоровую пищу, которая не приготовленная, да? Вот это вот, получается, икра, она очень натуральная. В ней практически нет уксуса. Вот ее я оставлю. Мы ее добавляли в какие-то салаты, во что-то еще там. Пасту купила зеленую, я ее оставила. Значит, что еще я выброшу, да, вот было желание выпить Бакарди. И целая бутылка. Вот я не пить однозначно не буду. Я приготовила такой пакет, в который я сейчас все это составлю. Я это вынесу, просто поставлю. Может быть, кому-то пригодится, потому что за это время мы просто, на самом деле, просто взяли и выбросили очень много продуктов, да. И я поняла, что вот это на самом деле точно не мое выбрасывать. Я не буду покупать. У меня на самом деле может быть там полупустой холодильник, и это кайфовое состояние остаться одной и понять, кто ты на самом деле. Что еще хочу вот прям показать. Купила в последний день, решила, что я хочу семгу. Но вспомнила, у нас девочка одна, которая занималась продажей, то есть она занималась рыбой, да? Работала в компании, в которой надо было, у нее был рыбным отделом, заведовал семгу. Я стала есть, и я поняла, что я режу ее как кусочками. Сырую семгу могу порезать кусочками, да, и посадить сама. Я люблю слабосоленую, но из-за того, что она очень соленая в других местах, поэтому я делаю это сама. Я сейчас вынесу ее собакам, потому что я стала ее когда есть, я уже поела, я была голодна. В самом конце я стала рассматривать, какие вот здесь волокна. И на самом деле она же рассказывала, что это все взрощенное не настоящим способом. Я увидела, что, мне этого не хочется, однозначно выбрасываю. Что еще есть в холодильнике, что мне не соответствует? Вот купила
творог. Сказал, дайте мне мягкий творог, такой типа брынзы. Сказали, хороший. А в итоге он просто какой-то вообще искусственный. Что еще здесь такое есть, чего не буду? Майонез. Захотелось, это мое было желание, реально, майонез. Но я не буду, он тоже весь в уксусе, то есть его вынесу. Что еще? Вот это вот оставлю, это типа песто, медитерине, какой-то называется, с чем-то. Вот, Олесь, тоже твое масло с чесноком, еще что-то с этими. Я это выбрасываю. Ну, то есть я вынесу, может быть, кто-то все-таки увидит это. Что еще? Вот я не знаю, честно, что с этим делать, яйца, да? Я их не буду есть. Мы за это время готовили сами, типа у них называется банница, берешь вот в это тонкое-тонкое тесто, заворачиваешь, мы шпинат готовили с яйцами и с брынзой, с мягкой брынзой. Прикольно, вкусно, но от этого тяжело было. И вот мы решили, что, наверное, все-таки тяжело. И, наверное, я вот это тоже в этот же пакет вот все это составлю, сейчас вынесу. Я надеюсь, что там будет кто-нибудь рядом, кто увидит, что я делаю. Безбашенные русские, мне кажется, что так здесь нас воспринимают. Что еще здесь? Здесь был просто вообще нереально что-то было, честно. То есть это сейчас это практически ничего нет. Сладкого было, просто накупили. Рафаэлло, я не буду его есть, мне кажется. Я вот пришла к тому, что я ем сладкое, и практически каждый день могу есть сладкое что-то. Но вот что я делаю? Я сейчас вчера вот захотела вечером сладкого, взяла, заехала в кафе, в котором я знаю, что очень прикольно делает, как это называется, турецкий такой типа этого, слоеное тесто с орехами. Забыла, как называется, с фисташками. Например, взяла себе вчера несколько штук, по одной-две штуки. То есть однозначно я не буду покупать, я поняла, я вчера прям ехала и думала, чего я хочу. Я хочу чего-то сладкого, вечером хочу чего-то съесть. И я купила себе несколько штучек. То есть там я могу себе позволить там, купить несколько штук. Вчера увидела какую-то вещь, которая мне показалась похожа на шоколадную колбаску. Я бы съела один кусочек. Ну вот девчонки, которые здесь были, они видят, я ем по маленькому кусочку. У меня вот осталось, девочки покупали вот этот киндер такой, да, я его ела. Вот этот маленький. Я его ела по несколько долек просто. Вот мне прикольно. Что еще? Вот это в индийском магазине нам дали такие какие-то сладости без сахара, но я их не ем. Я ничего не сосу и не жую. То есть это тоже сюда же пойдет. Однозначно. Печенье. Кому-то оно здесь очень нравилось. Коконат. Кукис. Нет, не кокос, шоколад. Кукис. Несквик. Нет вообще. То есть я даже не знаю, это будет стоять, я понимаю, что как бы, наверное, это я все-таки с этим рассталась. Вот макадамию я нашла за последнее время, мне очень нравится, что еще здесь лишнее. Наверное, все остальное оставлю. Вот здесь есть мюсли, которые я однозначно не буду есть как мюсли. Но я понимаю, что их можно иногда добавить в какую-то мою овсяную кашу, это я оставлю, потому что пусть будет. Тоже, ну, то есть как бы здесь столько всего было. И причем, вы знаете, некоторые вещи, которые девчонки прям ошиблись, мы их прям просто выбросили. Вот просто жестко, очень сильно так вот взяли и выбросили. Вот такую штуку интересно нашли. Комплект за домашней сирены. Это, получается, наверное, кальций, да, который капаешь в молоко, и получается, это, или киселый аммиак. Вообще не пишут, что творог. У нас творог не получился, мы попробовали. Эту штуку, может быть, буду тоже пользоваться. Интересно, что из этого получится. Все остальное осталось, по сути, то же самое, что и было там. Вот, правда, девочки вот купили темную гречку, не знаю, буду ли я есть. Я вот ела зеленую гречку, про нее будет в следующем видео, как я ее решала. Завис косяк мне. По этому поводу, да, очень офигенно мне нравится то, что происходит. Вот. А, еще такая вот штука останется, корни. Такую буду есть. Может быть, это будет мой сладкий десерт. Вот, а все остальное, в принципе, там кофе, орехи, кунжутные семечки, все. И вот я рада, что это сделала, что у меня здесь осталось. А, еще вот прикольно, покупали мы вино, на самом деле, сколько вина выбросили, вот просто офигеть. Просто практически попробовала бокал, девчонка. Да, то есть, как бы, я не знаю, как это определить, да, то есть у человека настолько есть возможности неограниченные, что, в принципе, попробовал, не понравилось, выбросил, да. И я понимаю, что человек интуиция, он двигается способом выбора сразу правильного продукта, даже если это ему хочется вино. Вот красное вино оставлю. Мне очень понравилось, да, как бы я не пью красное вино, иногда могу белое вино выпить. Мне понравилось, может быть, я захочу, пусть постоит. Еще у меня такая есть стратегия в этом отношении. Может постоять еще, ну, как бы неделю, если такой продукт держится. Может быть, 2 недели это вино, в принципе. Думаю, что с ним ничего если не случится. А у девчонок мы тут такое обнаружили тоже, там, 1-2 дня постояла, если никто не ест. Я там их спрашивала, девочки, может быть, что-то еще выбросим?
Они такие, ну пусть еще постоит. Еще же нормально? Нормально, хорошо, пусть стоит. Вот, таким образом мы вот выбрасывали очень много, прям огромные пакеты каждый день. Что еще мне нравятся те выводы, к которым мы пришли сами, по сути, да, то есть можно было разобрать тему питания через аюрведу, через макробиотику, ну то, что мне, я считаю близкого, типа палеодиета, да, сочетание продуктов. Вот одно из последних, то, что мы разбирали по поводу продуктов питания, вот у меня такой чарт появился, я думаю, что видно, да? Вот. В общем, то, что гибкий человек ест. Мы разбирали по-всякому. На самом деле, продукты питания по поводу того, что они несут и в плане веществ, и какой вот характер формируется у человека, когда он ест какой-то продукт. То есть мы разбирали с одной стороны, что ты чувствуешь, каким ты становишься, когда ты ешь какой-то продукт. И наоборот, какие продукты, это у нас последняя тема, одна из последних тем была гибкий человек, мы гибкость разбирали, и вот продумали, какое качество вот у продуктов, которые вызывают гибкость. Вот такая штука у нас была, там, например, вот фрукты, там что записали, малина, клубника, запеченные яблоки, овощи, авокадо, зелень, перец, растительные масла, орехи. Ну это так, на самом деле я считаю, что намного больше. Но вот для той девчонки, которая работала с этим, вот это было таким вот основным. И это вот, мне кажется, что одна из самых интересных тем, то, что я вам говорила, кто слышал, что я хочу вот эту работу написать. И это очень интересно разбирать свой характер. И поэтому я считаю, что скажи мне, что ты ешь, я скажу, кто ты. И вот эти продукты это вот однозначно не я. То есть во мне вот этого нет, вот этих качеств во мне точно нет. Во мне есть что? Сейчас у меня в холодильнике. Я купила картошку, хочу сделать вот этот, типа банницы с картошкой. У меня здесь есть килограмм картошки, у меня здесь есть зелень. Есть одно яблоко, один банан, несколько персиков. За последние дни к какому сыру я пришла в итоге, что я все-таки оставлю сыр в виде рикотты. Это вот единственное, что мне нравится. Вот, и все. Пока что все, там кусочки хлеба еще есть. Вот, то есть для меня вот это именно такие продукты. Я сейчас состою из малины и инжира. У меня очень в последнее время здесь есть такая спелая, свежая, прям как дикая малина, причем она большая, она такая вкусная, я даже решила заморозить, вот у меня есть заморозка малина, и покупаю ее практически каждый день. Я вчера купила обалденный инжир, вот я съела за, получается, за 1,5 суток, ну за сутки, наверное, я съела полкилограмма инжира, 600 грамм, прям, они такие инжирные, прям вот я состою из этого, по большей части малина и инжир, это я. Ну и все остальное, там зелень, еще какие-то вещества, вот. Это то, как я представляю, как нужно двигаться дальше. Вот это мое понимание питания правильного, питания интуитивного, выбора того, что человеку на самом деле нужно. И вот с учетом того, что мы разобрали за это время, с учетом того, что мы пробовали, мы подстраивались друг под друга, изучали характер друг друга через продукты питания. То есть, например, одна из нас берет какой-то продукт и все по кусочку пробуют. Был такой у нас прям момент, когда мы пришли все в ресторан. И удовлетворяли, на самом деле, в течение дня желание каждого. Говорю, так, кто хочет есть, туда как бы идем. Что ты хочешь есть? А, ты хочешь пойти в кафе? Хорошо. И девчонка там сидела и выбирала, например, какой-то продукт. Говорю, почему ты выбираешь это? Так. А сейчас мы отгадаем, что она выбирает. Интересно, почему она выбирает именно это. И я помню, что мы сели, она выбрала какой-то кусок хлеба белого, причем было непонятно, было название, принцесса называлась. Кусок белого хлеба, на нем была какая-то, наверное, ветчина, прослойка какого-то мяса, я не помню, и сверху, или паштета, сверху был сыр, но это было как-то запеченное, и оно было очень масляное, очень жирное, и принесли это. Мы все втроем, девочка, которая стояла за нами наблюдала, она там просто офигевала. Мы все втроем сначала это нюхали, потом на это смотрели, потом девочка, которая это заказала, стала пробовать. В этот момент, на самом деле, что происходит? Намного человек замедляется, то есть он понимает, что вот хочет он это или не хочет. И в итоге мы попробовали, там она попробовала кусочек, сказала, ей невкусно, ей не нравится. Мы тоже попробовали еще, там у нас было еще 2 девчонок, мы попробовали это и отдали назад, то есть и ушли в другой ресторан, в другое место, пошли кормить эту девчонку. Ну, то есть у нас такие были очень интересные, такие познавательные, изучающие дни, которые помогли, я думаю, что нам в чем-то сблизиться и понять друг друга лучше. И я думаю, что вот это направление, которое должно развиться и дальше. Мне нравится эта тема, мне нравится то, что я выяснила за этот тренинг, за эту работу. И вот благодаря этому я считаю, что я стала еще, во-первых, медленнее есть, еще более осознанно. И вот это вот состояние, когда вот
я действительно хочу избавиться от того, что не соответствует мне, прям хочется создать свою атмосферу, прям вот свою атмосферу продуктов, свои продукты, смотреть на себя, какие продукты я беру, насколько я стала более еще качественно, хочу более качественных продуктов, ну таких нормальных, здоровых, натуральных. Вот. И это мне очень нравится, куда я сама двигаюсь, куда девчонки двигаются, мне нравится то, что происходит в этом направлении. Я хочу вас спросить вообще, задавались ли вы такими вопросами, почему тот или иной человек выбирает какие-то продукты, почему вы выбираете какие-то продукты? Вот я купила вот эти орехи макадамию, и вот мне девчонки сказали, что им не нравится. Потом одна из девчонок сказала, у нас было трое на самом деле, Лена и Олеся, да? И Лена потом сказала, говорит, я хочу попробовать макадамию, потом она распробовала, сказала, ну мне понравилось, вроде бы. Она даже купила с собой, сказала, что она увезет и будет вспоминать все то, что здесь происходило, есть макадамию. Вот. Ну, то есть вот такие вот моменты, которые, я думаю, что очень вдохновляют нас, и я хочу вас туда направить. Какие продукты вы выбираете, почему вы их выбираете? Замечали ли вы, что определенные люди с определенным характером едят определенную пищу вообще? Что люди, которые, например, пьют алкоголь, они тоже имеют определенный характер, определенные качества. Вот что это для вас значит? Понимаете ли вы, что стоит за выбором человека тех или иных продуктов? Возникали у вас такие вопросы? Пишите мне все, пишите мне на моем сайте milenamagicfit.ru. Мы с вами двигаемся дальше, мы с вами будем разбирать более подробно. Я думаю, что я дам вам какие-то задания, которые мы выполняли здесь на тренинге. Это будет очень интересно, и я думаю, что продвинет вас еще больше в сторону стройности, красоты, здоровья, молодости и желаний. Спасибо вам большое за вашу поддержку, спасибо вам за ваши позитивные отзывы и голоса. И я жду вас на следующей тренировке. Пока!